Всех приветствую, обзор-анализ прогноз криптовалют. В целом крипторынок идет в зеленом цвете. Большинство монет показывают хороший рост, биткоин преодолел важный уровень. И давайте посмотрим, на каком фоне все это происходит, глянем интересную статистику, важные новости и события крипты. В конце видео посмотрим график биткоина и определим, куда с большей вероятностью он может пойти. Монета Bitcoin Cash поднимается в топ по объему торгов за 24 часа и набирает почти 5 миллиардов долларов торгов за сутки. Из топовых монет, из топ-20, эта же монета находится на наибольшем отдалении от своих исторических максимумов. Огромное количество альткоинов показывают неплохой рост. С очень большой вероятностью и Bitcoin Cash не останется в стороне. Поэтому у этой монеты очень хороший потенциал для роста. Да еще и объем торгов, как было сказано ранее, за сутки самый большой, не считая биткоина, эфириума и стейблкоинов. Наибольший же рост за сутки показывает монета Genesis, плюс 35%. А вот падения практически нет. Наибольшее падение минус 0,1% и то у стейблкоина. Что же касается биткоина, то за месяц он показывает плюсовые значения почти плюс 9,5%. Уже через несколько дней март будет заканчиваться, и то, что мы его закрываем в зеленой зоне, отличная предпосылка к тому, чтобы продолжить рост и закрыть апрель также в зеленом цвете, так как исторически апрель с 2013 года чаще был именно положительным. Даже те месяцы, в которых зафиксирован минус, это почти минус 2%, минус 3%, и в 2014 году также минус 2%, то есть даже если в апреле мы и падали, то совсем незначительно. Но в какую же сторону больше всего открывают позиции? Лонги за сутки сократились почти на 2%, шорты сократились чуть более чем на 4%. Если смотреть в динамике, то шорты примерно на одном уровне потихоньку снижаются, а лонги демонстрируют достаточно сильный обвал. Что неудивительно, были достигнуты определенные уровни, сработали тейк-профиты и пока не торопятся открывать лонги. За сутки было ликвидировано почти 79 тысяч трейдеров, у которых забрали 432 миллиона долларов. Большинство из них это были шортисты, более 78%. И как мы видим, преодолев важный уровень в районе 45 тысяч за биткоин, собрали хорошее количество стопов и получили большие ликвидации именно шортовые. Вот этот уровень был пробит, и чем выше двигалась цена, тем больше мы видели ликвидации шортов. И так как снижения объема ликвидации нет, есть очень большая вероятность, что после небольшой коррекции цены мы снова направимся наверх, сбривать уже вновь выставленные стопы шортистов. Посмотрим на настроение. Давно не было индекса страха и жадности в такой зоне. Не просто в нейтральной, а даже в жадность мы уже перешли. Цифра 60 сегодня. Вчера была цифра 49. На динамике видим, что цвет у нас еще не зеленый, нет какой-то эйфории, как было это на росте в 2020 и 2021 году. Если по предыдущему индексу можно было еще как-то сделать вывод, что мы потихонечку переходим в жадность, то вот индикатор сентимента пользователей Твиттера касательно биткоина только еще начинает разворачиваться наверх, и до этого преобладал негатив. Посмотрим, как он будет себя вести в ближайшее время, но то, что мы видели на ценовом росте негатив, это отличный сигнал для дальнейшего роста. Пока мувинг настроения осторожно формирует разворот, и те, кто недавно хоронил биткоин, получают все больше и больше позитива. Если же смотреть на показатели Google трендов, то мы здесь не видим какого-то хайпа вокруг биткоина. Находимся на минимальных значениях. В своем телеграм-канале в выходные я выкладывал информацию, что биткоин, кошелек под номером 3, в очередной раз совершил продажу. Минус 1500 битков было продано 26 числа. Тактика у него достаточно простая. При преодолении каких-то максимумов он начинает потихонечку сливать. На снижение он постоянно и планомерно докупает. А сейчас посмотрим несколько графиков, которые дают кое-какие сигналы интересные. И первый из них это коэффициент профитов и потерь краткосрочных держателей. И здесь мы видим 7-дневную скользящую среднюю. Голубым цветом отмечены области, где был зафиксирован бычий тренд. И вот сейчас при пересечении единицы, мувинг как раз пересекает это значение снизу вверх, начала образовываться такая зона, что говорит о том, что данные показатели коэффициента профита и потерь краткосрочных держателей соответствуют бычьему тренду. Индикатор, конечно, интересный, но на 100% ему доверять не стоит. Потому что на истории мы видим вот такие ситуации, когда было пересечение, а цена не то чтобы пошла наверх, она даже развернулась и пошла вниз. Так было в 2014 году, в 2015 году, в 2018 году также мы видим. Был небольшой рост, но в целом флэт
В 2020 году после пересечения увидели небольшой рост, но затем корона падения. Однако чаще всего при пробитии снизу вверх и закреплении над уровнем единицей больше вероятность, конечно же, пойти цене наверх. Данный сигнал я также выкладывал в выходные в своем телеграм-канале. Это выход из зоны покупки такой метрики, как Dormancy Flow. Также 7-дневная скользящая средняя. На истории видим, что это было всего лишь в 4-й раз. Но стоит отдать должное, всякий раз, когда мы сюда доходили, 3 предыдущих раза, приходили в зону, выходили из нее, пересекая снизу вверх, и после этого цена не обновляла больше дна. Например, в 2015 году после флета пошел хороший рост, в 2019 году практически сразу пошли наверх, и в 2020 году буквально за несколько часов развернулись и пошли также наверх. У нас сейчас такая же ситуация, выходим из этой зоны, пробивая диапазон снизу вверх, тем самым повышая вероятность цене также пойти выше. Показываю еще одну закономерность, которую удалось найти на графике биткоина и доллара на таймфрейме 3 недель. Каждая свеча равна 3 неделям. Так вот, здесь также анализируются исторические показатели и сравниваются с текущей ситуацией в отношении свечей и в отношении индикатора. Что касается индикатора, здесь мы видим пересечение, опять-таки, бычьи. И всякий раз после пересечений цена направлялась наверх. 19 год, 20 год. И у нас сейчас такое же пересечение. А что касается свечных паттернов, то здесь также наблюдается похожая ситуация, как в 2019 году. Был рост, у нас рост, затем падение до следующего пика 217 свечей. У нас также падение и рост на протяжении 210 свечей. Затем сильное было падение от предыдущего пика до конца этого падения 280 свечей. У нас также до конца падения было 280 свечей. И затем в 2020 году мы увидели рост до значений, предшествующих повторению данного паттерна и, следовательно, сильного роста. Это заняло 343 свечи. У нас также на данный момент прошло 343 свечи. Я не любитель, конечно, такого анализа паттернов, но повторение движения, конечно же, интересное. Есть еще один сигнал, говорящий о том, что в скором времени мы можем отправиться в хороший рост. На всей истории биткоина данный сигнал был всего лишь 5 раз. Наша текущая ситуация как раз и является 5-м случаем. Здесь также выбран таймфрейм в 3 недели, пара биткоин-доллар, и мы видим, что при пересечении снизу вверх цена шла наверх. Ну, я думаю, здесь и так все это видно. 12-й, 15-й год, 19-й год и 20-й год. Все прекрасно отработало, и сейчас мы видим такое же пересечение снизу вверх. Осталось только посмотреть, как будет отрабатывать данный индикатор на нашей текущей ситуации. Можно также обратить просто на свечной анализ. Здесь у нас анализируется с 2011 по наше время вся история биткоина, но с таймфреймом уже не в 3 недели, а в 3 месяца. То есть за основу мы берем одна свеча равна 1 кварталу. И на данный момент, пока у нас март еще не закрылся, но свеча формируется таким образом, что оставляет большую тень снизу. И давайте по порядку посмотрим, когда были такие случаи. Здесь они уже стрелочками отмечены, когда квартал закрывался подобным образом. В 2011 году после этого было 8 таких кварталов роста. В 2015 году, когда было такое же закрытие свечи, мы увидели 9 кварталов роста, по ходу которых также были подобные 2 свечи. В 2020 году в последний раз мы видели до нашего момента такую свечу, но после этого мы увидели лишь 4 квартала роста. И вот сейчас, если ничего не произойдет сверхординарного за последние несколько дней марта, то мы увидим снова такую же свечу, после которой на истории было аж еще 4 квартала роста. А это значит как минимум еще целый год. Ну и давайте посмотрим, что у нас происходит на графиках, которые находятся у меня в закладках, какие интересные движения на них образовались. И вот, например, на графике нереализованного профита и убытков, приближая локальную ситуацию, видим, что данная метрика вышла из такой зоны проторговки и направилась наверх. Мы еще не пришли в зону надежды, по-прежнему находимся в зоне капитуляции, поэтому о какой-то эйфории здесь говорить совсем рано, но движение наверх уже начало формироваться. Еще одно такое же движение наверх из зоны проторговки видим на индикаторе MVRV. Приближая локальную ситуацию, здесь аналогичная штука. Из проторговки данной метрики движение пошло наверх. Еще один индикатор, который сформировал импульс для движения наверх, называется золотой коэффициент множителя.
Приближая локальную ситуацию, видим, что мы пересекаем самую нижнюю линию снизу вверх. Даже здесь видим, когда в последний раз мы такое проворачивали, это было летом 2021 года, самое дно падения, и после этого мы до конца года росли. Сейчас у нас аналогичная ситуация. Пробиваемся снизу вверх через самую нижнюю линию индикатора. Если глянуть на историю, например, в 2012 году ситуацию приблизим. Да, после пробития мы снова улетели вниз, но что важно, мы уже не выбили дно. То есть ниже мы уже не ушли. И затем при пробитии повторном уже цена пошла с уверенностью дальше. 2015 год, также пробитие, дно мы после этого уже не увидели и пошли формировать исторический перехай. Когда у нас еще такое было? У нас такое было в 2019 году. Также просто пробили и цена полетела наверх, без каких-либо подвохов. Вот эту ситуацию в 2000 году давайте еще посмотрим. Здесь был у нас такой корона-пролив, так сказать, черный лебедь, который даже некоторые при теханализе не берут в расчет. И если бы его не было, то здесь также при выходе наверх цену бы уже не обновили, дно бы мы уже новое не увидели. Но даже в случае этого пролива буквально за несколько часов, за несколько дней увидели пролив, откупили и пошли наверх формировать новые исторические максимумы. Давайте посмотрим дальше. Резерв биткоина на всех биржах потихонечку идет наверх, продолжает биткоин заводить. Достаточно давно его выводили, и сейчас мувинг разворачивается наверх, пополняя резервы биткоина на биржах. Значение не особо критичное, но стоит зафиксировать такое событие. Хэш-рейт достаточно сильно снизился, но не сломав общую тенденцию роста. Выглядит не очень приятно, но тенденция сохранена, поэтому здесь пока паниковать нет никакого смысла. Активность майнеров по-прежнему находится в разумных пределах, критическую зону мы не пробивали. Та повышенная активность, которая началась еще с конца января, продолжается, но за приемлемые рамки, вот за эту красную линию, пока не выходим. И что хорошо, резервы по-прежнему у майнеров на прежних значениях, даже с учетом вот этого роста ценового, они не торопятся продавать по текущим ценам, продолжают удерживать свои намайненные биткоины с целью продать подороже. Предложение биткоина в профите показывает хороший рост. Мы видели здесь на дне дивергенцию. В одном из прошлых видео я говорил, что цена у нас слой не обновила, а данный показатель профита как раз таки обновил. Тем самым мы сформировали дивергенцию и после этого четко отсюда полетели наверх. Был отличный сигнал для роста. Сейчас у нас на падение никакого сигнала по данной метрике нет. Здесь просто констатируем факт, что более 80% всего предложения биткоина сейчас находится в профите. Это не критичные показатели, достаточно еще долго можно идти наверх. В прошлый раз, когда мы развернулись, мы находились на уровне 99-96, ну практически, когда обновляем максимумы, естественно, здесь все в профите. И после этого пошли вниз. На этом росте и индикатор от компании WhaleMap, где сравниваются мувинги профитов и потерь, сформировали наконец-то четкую, положительную для нас динамику, когда профиты идут наверх, потери вниз. И всякий раз, когда так было, когда эти два мувинга находились как можно дальше друг от друга, когда голубая была сверху, а красная была снизу, это говорило о том, что идет четкий устойчивый бычий тренд. Сейчас мы только в начале данного предположительного движения. Обновились данные Чикагской товарной биржи. На что делали ставки крупные игроки, на что мелкие. Вот это у нас крупные игроки, и они увеличивали шортовые позиции. Да-да, и крупные игроки иногда бывают неправы. Они увеличивали и лонги, и шорты, больше, конечно, шорты, и вот оказались неправы. На этот раз правы оказались мелкие игроки. Они также увеличивали и лонговые, и шортовые позиции, но лонги увеличивали больше, делали ставку больше на рост. Топ криптовалют, которые больше всего обсуждают в тематических пабликах, каналах, форумах. И здесь на первом месте биткоин, на втором эфириум, на третьем монета XNO, Nano. Вот так выглядит рост обсуждений за последний месяц. Цена подрастала, уже скорректировалась, опять пошла наверх и как раз таки на пике увеличилось и количество обсуждения. При этом настроение здесь достаточно бычье. Более 66%. Подавляющее большинство думают, что монета пойдет и дальше. Если рассматривать график этой монеты, то выглядит все это дело достаточно неплохо. Посмотрим только последнюю историю. Тикер меняли, у нее история так-то есть, но тикер меняли, поэтому, чтобы не прыгать с графика на график, глянем только последнее движение. И здесь очень похоже все это дело на формирование импульса. Пока это выглядит как волна 1, 2, 3, 4 и окончание формирования волны 5. С учетом вот этих теней, если не брать их в расчет, то вполне мы можем еще показать небольшой рост и затем получить коррекцию. Но это не значит, что мы
сейчас все полетим вниз, вся эта волна импульсная находится в структуре другой импульсной волны. А это значит, что после коррекции здесь по более глобальной структуре в приоритете также рост. Если говорить о целях, то на данный момент первые цели и минимальные — это предыдущие пики. Самый консервативный вариант — это вот значение в 2.75 на пиках закрывающихся свечей третьей волны. Да, можем улететь и повыше, но это минимальные значения, которые я отметил вот этой зоной. И после этого коррекция с большей вероятностью вернется именно вот сюда, в эту проторговку, для того, чтобы уже здесь сформировать разворот и пойти на более высокие цели. Посмотрим, что обсуждают в Твиттере. Здесь у нас, как всегда, в топе Ethereum, Solana, и на третье место вышла монета Ape. Несколько новостей, которые заставили обратить на себя внимание. Европарламент проголосует за обязательную верификацию пользователей DeFi кошельков. В конце этого месяца, 31 марта, Комитет по экономическим и валютным вопросам Европарламента проголосует по поправкам в регламент обмена информацией между контрагентами при переводе средств. В общем, они хотят собирать данные о пользователях. Если не углубляться здесь в эти термины, то вся фишка в том, что они против того, что кто-то анонимно кому-то пересылает какие-либо средства. Все это, конечно же, они прикрывают заботой о пользователях. Пока еще идет обсуждение, но черновик законопроекта содержит ужесточение требования по части сбора и обмена данными при проведении транзакций с некастодиальными кошельками. И важное уточнение, что в отличие от первоначального предложения, которое требовало только собирать, но не проверять персональные данные при переводах, сейчас же проект закона требует проверять точность информации в отношении инициатора и бенефициара, стоящего за нехостинговым кошельком. То есть не получится просто написать, что ты переводишь Ивану Ивановичу от Сергея Сергеевича. Все это будет проверяться. Ну а как все это можно будет проверить, никто, конечно же, пока не понимает. И если законопроект будет принят именно в этом виде, с этими условиями, то это заставит криптовалютные компании отказаться от транзакций с такими сервисами ради соответствия нормативным требованиям. В общем, сейчас идет в Европе дело к тому, что они с большей вероятностью запретят проводить анонимные переводы. А это значит, что и централизованные биржи с большей вероятностью будут запрашивать обязательную верификацию. Не только твою, но и того, кому ты отправляешь деньги. И одна новость из России. Минэнерго призвало ускорить легализацию майнинга. К этому призывает министр энергетики. Затрудняет нормативно-правовое регулирование этой сферы и установление прозрачных правил игры правовой вакуум. И этот правовой вакуум нужно в кратчайшие сроки устранить, если мы хотим с этой деятельностью как-то уживаться, а других вариантов текущей действительности у нас просто нет. Нормативно-правовое регулирование, закрепление понятия майнинга в нормативной базе нужно реализовать. Эту деятельность с точки зрения площадок или квотирования свободных мощностей по территориям нужно регулировать. Наверное, это надо делать не с федерального уровня, а на уровне регионов. Наверное, нужно ее синхронизировать с планами развития регионов и планами по развитию других отраслей промышленности. И, наверное, надо коррелировать с планами развития энергосистемы. В общем, если говорить по-простому, он предлагает не просто на всем федеральном уровне все разрешить, либо все запретить, а чтобы каждый регион на основе того, в каком состоянии у них энергосети, где это можно сделать в зависимости от климата, от каких-то других условий, сами определяли, где можно заниматься майнингом, где вообще это делать запрещено. И давайте в конце ролика посмотрим график биткоина. Вот так он выглядит на данный момент. Зону, которую я отмечал ранее, мы успешно достигли, при этом особого роста объемов здесь не наблюдается. Локально, если смотреть, да, здесь есть небольшой рост, но если вот так отдаленно глянуть, то он практически ровный. Что же касается движения цены, напомню, глобально здесь предположительно треугольник ABCDE, находимся в волне D, которая состоит из трех волн WXY, W 3 волны, затем треугольник и сейчас конечная волна в данной структуре, волна Y. Минимальная зона — это пробитие пика волны W, что в принципе мы как раз таки и продемонстрировали нашим последним сильным движением. Что же касается моей позиции, она уже не просто в безубытке, уже стоп передвинут в плюс. Но давайте глянем, куда может сейчас направиться цена. Если прям локально смотреть, то индикатор у нас здесь пробивается, обновляет максимумы. Это говорит о том, что еще есть вероятность пойти повыше. Однако после пробития пика волны W вся вот эта зона наверху является опасной зоной, откуда может случиться разворот и поход вниз. Поход вниз пока по структуре в рамках волны E. Волна E может быть вплоть до 33 тысяч.
без пробития вот этого лоя, но она может спускаться достаточно сильно. Например, если полетим прямо отсюда, то это падение почти в 30%. Предпосылок на падение пока нет. Подтверждения падения пока нет, есть только расчетная зона, откуда эта вероятность увеличивается. Если говорить в плане роста, так как у нас здесь восходящее движение, то в приоритете лучше отталкиваться именно от роста. Может сформироваться вот такой канал, по нижним граням построить линию, верхняя грань у нас находится в районе 50, это у нас и круглое число, круглая сумма, которая будет являться психологическим фактором. Вполне мы можем до сюда долететь в скором будущем. Также вот эта ранее отмеченная зона, которая совпадает у нас также с уровнем сопротивления, также еще не отменена. Этот уровень построен относительно последнего крупного нисходящего движения. В общем, куда здесь ни глянь, одни сплошные сопротивления. Хотя тренд у нас восходящий, и это прекрасно в принципе. И если бы здесь у нас не было никаких преград, все бы стали в лонги и, естественно, всех бы побрили, отправив движение цены вниз. А так, все еще есть большое количество людей, которые топят за падение. В принципе, они и на 40 тысячах топили, и сейчас продолжают. И пока таких людей в достаточном количестве, это увеличивает вероятность роста. И чем больше будет тех, кто уверует в to the moon, тем больше вероятности, что как раз таки его и не будет. В общем, касательно меня, стоп подтягиваю, рост здесь предпочтительнее, однако без откатного роста не бывает. Вполне можем здесь, кстати говоря, после пробития вот этого уровня сопротивления, протестировать его сверху и пойти дальше устанавливать более высокие ценовые значения. В общем, резюмируя, для меня в приоритете также движение наверх по биткоину. Но при этом стопы я убирать не собираюсь, так как на рынке может произойти в любой момент все что угодно. Благодарю тех, кто досмотрел видео до конца, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на телегу, на канал. Всем удачной торговли и счастливо!